Все, кто приходили ко мне в гости, спрашивали, зачем мне эта вторая дырка в стене, а я просто еще не доделал прихожую до конца, чем сейчас и займусь. Бардак, уберись. Вместо приставной алюминиевой лестницы я собрал деревянную красивую, которая оказалась достаточно удобной, несмотря на забежные ступени. И практичности и эстетичности добавила автоматическая подсветка каждой ступени. Теперь настала пора облагородить пространство под лестницей. Купил сухой, строго накалиброванный брусок со снятой фаской и торцовочной пилой распилил его на необходимые части для сборки каркаса. Бруски вместе скручивал на полу в отдельные карты обычными саморезами, чтобы затем из них собрать каркасные перегородки и закрыть эту самую дырку в стене. Каждый квадратный метр дома стоит кучу денег, а лестница съедает эту драгоценную площадь. Но при проектировании я специально все располагал так, чтобы можно было пространство под лестницей использовать. И, например, чтобы холодильник не занимал место на кухне, перенести его как раз под лестницу. Так со стороны кухни получается просто дверь от холодильника, что на практике тоже оказалось очень удобно. Холодильник прекрасно стоял и просто так, но еще одной задачей в доме была хорошая звукоизоляция помещений, для чего было предусмотрено, чтобы все комнаты отделялись друг от друга двумя дверями. Поэтому и нишу под холодильник мне хотелось зашить с хорошей шумоизоляцией. Отрезал полоски толстой 8-мм битумно-войлочной прокладки и мебельным степлером прибивал полоски на каркас в местах примыканий с полом и стеной. Перегородки в доме клал из газоблока D500 плюс толстый слой штукатурки позволяют закручивать в него саморезы и даже просто так без дюбелей. Каркас зафиксирован и принес остатки былой роскоши в виде плит формата Volma Fairstop. Это гипсовая плита с армированием сердечника специальными нитями. Главная отличительная особенность этих плит то, насколько сильно они сопротивляются возгораниям. Я тестировал обычный гипсокартон, и он сдерживает огонь буквально считанные минуты, если не секунды. А специальные противопожарные плиты могут выдержать десятки минут. На самом деле они здесь нафиг не уперлись, и рассказываю о них просто в информационных целях, так как где-то они могут реально очень помочь. У меня это просто обрезки, которые удачно завалялись, чтобы не покупать гипсокартон. И какой минус есть у этих огнеупорных плит, расскажу чуть дальше. Так как кто-то гнал на меня в комментах, специально заострю внимание, что прикручивал все специализированными саморезами, у которых на пачке написано гипсокартон дерева. Да, в кадре они выглядят как самые дешевые черные саморезы, но по факту это не так. У специальных как минимум отличается резьба для лучшей фиксации рыхлого гипса. Мозговых усилий потребовало внутреннее заполнение каркаса, так как возиться с минватой в готовом жилом помещении вообще не хотелось, чтобы не пришлось потом выковыривать вату из кастрюли и сковородок. Придумал, что лучшим решением будет взять все те же обрезки гипсокартона и расположить его внутри каркаса. Так и покупать дополнительно ничего не надо, и дышать ватой не придется, и звукоизоляция должна быть лучше, ведь у гипсокартона сильно выше плотность. Также важный нюанс — не оставлять внутри перегородок пустоты, иначе мы получаем многократное отражение звуковой волны, что только усилит шум. Это тот самый пресловутый эффект барабана. Вкрутил еще пару слоев гипсовых плит внутрь и закрыл все снаружи в одной плоскости со стеной. Следующая задача — сделать крышку. Сложность была в том, что я изначально напарился с размерами ниши и лестницы, поэтому пришлось изобретать на ходу. Соорудил мини-версию каркаса, на заднюю часть прикрутил те же плиты, что и на все остальное. Внутреннее пространство для звукоизоляции тоже заполнял уже обычным гипсокартоном. Саморезами зафиксировал эту художественную самодеятельность и к лестнице, и по всем сторонам к стенам. Специально подобрал высоту так, чтобы можно было сделать импровизированную крышку. Основная часть ниши зашита 4 слоями гипсокартона, и чтобы не было слабого места для прохождения шума, то и на крышке надо сделать 4 слоя. Вырезал сабельной пилой пазы под лестничную тетиву, причем на каждой следующей детали из-за наклона лестницы надо было делать разный отступ, но все получилось с минимальными зазорами. Чтобы лицевая часть ниши на кухне смотрелась более-менее уже сейчас, взял обрезок кухонного фасада из АГТ-панели и отпилил прямоугольник необходимого размера. При помощи смеси из тремовского скотча и герметика прилепил прямоугольник на каркас, без необходимости портить лицевую сторону дырками от саморезов. Герметик сохнет довольно длительное время, а тремовский скотч сам по себе недостаточно сильный, чтобы выдержать пару десятков лет эксплуатации. В моем плане скотч удержит панель до высыхания герметика, и получится супер фиксация. Основа готова, можно переходить к эстетике и наводить красоту. Первым делом грунтовка глубокого проникновения прошел обе стороны ниши. Обложил пол картоном, а стены обклеил малярной лентой, чтобы не испортить все вокруг. На следующий день после высыхания грунтовки замешал гипсовой штукатуркой
штукатурки и пошел штукатурить все наружные и внутренние углы. Наносил шпателем штукатурку на угол чуть с заходом на плоскость. Металлические уголки у меня кончились, а так как ниша не очень ответственное место, то решил проэкспериментировать. Формировал углы перфорированной лентой для заделки стыков листов гипсокартона, так как у меня осталось ее еще много. Прикладывал заранее согнутую ленту на углы и чистым шпателем проводил по ней так, чтобы из каждой дырочки выдавилась штукатурка, а затем дополнительно закрывал тонким слоем штукатурки сверху. На наружных углах, конечно, лучше использовать металлические уголки, но выкрутиться удалось и бумажной лентой. Дал углам несколько дней просохнуть и шпателем сдирал с них какие-то риски, наплывы и все, что торчало из плоскости. А затем опять грунтовка и еще сутки в ожидании высыхания. Для окончательной подготовки поверхности под поклейку обоев взял супер финишную шпаклевку. На самом деле лучше бы взял ЛР-ку, но она у меня кончилась на работах по второму этажу, а супер финиша осталось еще пол-ведра. Поэтому вся ниша шла как-то по остаточному принципу, я ее слепила из того, что было. Супер финиша пришлось наносить несколько слоев, и в академических целях я специально оставил на поверхности разные дефекты, чтобы понять, где та грань неровности поверхности, которую не прощают обои. Дефекты оставлял там, где будет не видно, а видимые части как следует проходил теркой с наждачной бумагой со 120 зерном. Брал в руки свет и шлифовкой убирал дефекты на поверхности. В жилом помещении постараюсь больше такое не повторять, потому что в прихожке все стало таким. После шлифовки по традиции еще раз надо все хорошо прогрунтовать, и пока грунтовка сохнет, приехала часть мебели. После сборки мебели остается целая куча опилков, и чтобы не разносить их по всему этажу, надо хорошо пропылесосить, а поможет мне в этом новый беспроводной пылесос Dirma T30V Combo. Это вертикальный аккумуляторный пылесос силой всасывания 23 килопаскаля, а если что, у строительного пылесоса столько же, поэтому он очень эффективно убирает не только пыль, но и мусор покрупнее, а при помощи фронтальной зеленой лампы пыль не ускользнет от внимания даже в темных уголках. Кроме основной щетки в комплекте есть щелевая насадка, и она же может быть щеточкой. А в комплектации комбо дополнительно есть два фильтра и щетка для очистки мягкой мебели, которая поможет избавиться даже от пылевых клещей. Усовершенствованная конструкция циклонного воздуховода делает так, что больше не надо будет распутывать клубки волос после уборки. И в целом очищать емкость от пыли очень просто нажатием одной кнопки без необходимости пачкать руки. Отсутствие в воздухе специфичного пылесосного запаха говорит о действительно эффективной фильтрации воздуха. Заряда Дирмы хватает до 45 минут, и этого достаточно, чтобы пропылесосить оба моих этажа в доме и не один раз. Универсальность пылесоса позволяет уносить его из дома, чтобы пропылесосить, например, в машине. Результатом уборки я очень доволен, и обзавестись таким же помощником можно по ссылке в описании. Одобрено даже котейкой, а я пошел работать дальше. Обои у меня дома клеил Хушкадам, и за это ему большое спасибо, их он наклеил на 9 из 10. Я до этого максимум только подправлял небольшой кусок стены, когда переносил клапан при точной вентиляции, и тогда вообще зарекся никогда в жизни не клеить обои. Ну правильно говоря, что не зарекайся, не нанимать же человека из-за поклейки пары квадратных метров, поэтому можно сказать, что решил поклеить обои первый раз в жизни. Взял обрезки рулонов от основной поклейки обоев в доме, рулеткой вымерил приблизительно размеры необходимых полотен и ножницами вырезал два полотна для поклейки.
В качестве миниатюрного венчика перьевым сверлом размешал остатки обойного клея и кисточкой обильно нанес клей на стену. Хушкадам мазал еще и сами обои, но в инструкции написано мазать только стену. Если намазать клеем плохие обои, то да, можно только все испортить. У меня хорошие бельгийские моющиеся обои, и если мазать не только стену и полотно, то так обои проще регулировать на стене, но тогда в одиночку будет не справиться, поэтому я мазал только стену. Прилепил кусок обоев и специальным обойным шпателем начал все разглаживать. Выглядело это все поначалу жутко, и не просто так я зарекался клеить обои, но через пару минут складок начинало становиться меньше. Просто так приклеивать обои на стену в принципе несложно. Вся магия в том, чтобы сделать их стык в стык таким образом, чтобы этого стыка было не видно. Подсматривал за Хушкадамом и пытался повторить фокус с прорезанием обоев ножом по шпателю. Здесь надо делать все очень ровно, аккуратно, не отрывая ножа и прорезая оба полотна обоев. Дальше убираем лишние полоски, дополнительно промазываем место соединения, чтобы оно со временем точно не отклеилось, и обойным шпателем соединяем. Как-то я переборщил с клеем, задолбался выгонять из-под обоев пузыри, и, как оказалось, не воздух, а лишнего клея, которого убирал заранее припасенными мокрыми салфетками. По итогу получилось 50-50, где-то стык видно, а где-то прям вообще хорошо. Для первого раза пойдет, и можно собирать оставшуюся мебель. All the way from north to south, it's been a long time coming. Получилось вполне очень даже, как будто бы оно так и было задумано, хотя на самом деле это чистой воды импровизация. Самое главное, что получилось очень функционально, потому что на посиделке в доме бывает собирается и 10 человек, и теперь всем им есть место, где разуться, раздеться, куда повесить одежду. И после 30 лет начинаешь ценить, что в прихожке теперь есть целых 3 места, куда можно сесть, чтобы разуться. Сметы в этом видео не будет, потому что ниша делалась из обрезков того, что осталось. За мебель, за прихожку, то, что шкаф стоит, за это огромное спасибо еще раз Ленинградскому мебельному заводу, потому что это было сделано на заказ. Вот эта штука, это уже все, что тут есть, это с маркетплейсов, это что-то типа 2000, это что-то типа 3000, и вот эта штука что-то типа 4000. Вот это и вот это нормально, а вот эту вот обувницу ее обоссать и сжечь. Выглядит вроде бы на картинке все нормально, но когда начинаешь это трогать руками и этим всем пользоваться, потому что когда открываешь, оно вот это вот делает вот так. Это лечится, если туда положить вот немножко обуви, оно как бы уже само по себе падать не будет. Но есть другая проблема, потому что если открыть-закрыть ее 10 раз примерно, то весь этот долбанный ящик начинает вываливаться. У него вот эта вот штучка, которая держит, ее просто пару раз открываешь, и ящик падает на пол. Это вот тот случай, когда покупную мебель нужно допиливать напильником, чтобы она нормально работала. Придумают как-то, будто ее то ли саморезами там саморезить эту запчасть,
то ли на клей приклеивать, надо будет что-то изобрести, чтобы оно не вываливалось. Также была интересная задача, как вообще вот это повесить на стену, потому что крепление чего-то к гипсокартону — это очень важный вопрос, которому не уделяешь внимания, пока не столкнешься с этим в реальной жизни. Объехал все наши деревенские магазины, насобирал весь имеющийся там крепеж методом проб и ошибок. В результате экспериментов определил, что вот эти вот металлические дюбели, они прям вообще пушка. Особенно которые подлиннее, чтобы они цепляли с собой несколько слоев гипсокартона, и так получается на одной точке крепления достаточно много килограмм. Существует пластиковые дюбели, которые по официальным данным тоже хорошо держат, но на практике эти пластиковые дюбели, они либо ломаются, либо не вкручиваются, либо от вращения они нагреваются и расплавляются. С ними просто куча геморроя какого-то. Лучше металлических для этих целей, по-моему, вот ничего нету. И это тоже одна из причин, почему стоит делать 2 слоя гипсокартона, когда делаешь каркасные перегородки. Пространство под лестницей, на мой взгляд, максимальным образом используется. И с холодильником мне понравилось, как получилось. Его не слышно. Теперь не надо закрывать дверь в спальню, чтобы не слышать холодильник. И туда наверх можно что-нибудь поставить, и здесь все понавесить, и с полочкой с этой, в принципе, тоже. И можно было бы, конечно, при наличии большего количества денег там тоже что-нибудь на заказ изобрести там с какими-нибудь выдвигающимися ящиками, чтобы было поудобнее. Но вот за небольшие деньги допиливанием напильника можно сделать вполне нормальное решение. Робот очень хорошо закрыл все потроха, которые там валяются под ступеньками. Там у меня валяются всякие там аккумуляторы, зарядки, что-то, которыми редко пользуешься. Какое-то барахло. И получилось, в принципе, эстетично. Плюс, пока рассказываю про прихожку, хочу обратить особое внимание, так как часто сталкиваюсь, когда приходишь в дом даже за 20 миллионов, и с первого шага в доме ты начинаешь страдать. Потому что почему-то люди очень хотят сэкономить на прихожке и делают их по 4-5 квадратных метров, когда у тебя вот здесь вот делают стену, и здесь делают углубление типа на 600 миллиметров, чтобы туда шкаф с этими вот купехами поставить. Но когда у тебя все это закрывается, все перегородки, ты потом заходишь в дом, если вас зашел не один человек, вы потом ходите вот так вот в этом коридорчике и не можете нормально раздеться. Потому что у меня здесь 4 человека в зимней одежде могут раздеваться, разуваться, тут все прекрасно. Площадь прихожки 6,62 без учета лестницы. С лестницы здесь почти 10 квадратов получается. И вот это вот нормальная прихожка, где ты чувствуешь себя человеком, где вам не надо по очереди заходить в дом. И при проектировании дома я делал раскладку блоков в автокаде, и мне пришлось задушить не одну жабу, чтобы раздвинуть дом еще на один блок, именно из-за того, чтобы увеличить размер прихожки. На всякий случай напомню, что вся информация о проекте дома есть в закрепленном комментарии. Единственное компромиссное решение, которое у меня здесь получилось, то, что у меня пересекается грязная зона и чистая, когда ходишь подняться на 2-й этаж или, например, пойти в ванную. Но этот вопрос решает либо робот-пылесос, у которого можно вот так вот ногой нажать одну кнопочку, он запрограммирован, чтобы убрать вот здесь именно там, где топчут. Роботы есть не у всех, плюс наличие робота все равно не отменяет того, что должен быть ручной пылесос. И в прихожке живет вот этот вот вертикальный без проводов. Жена заценила формат таких пылесосов, говорит, я теперь вот этим обычным с вот этими проводами, говорит, вообще пользоваться не хочу, кайф, потому что кнопку нажал, вот так вот 3 секунды, и все, что в прихожке натоптали, все чистое. Прикол с вот этими вот плитами, которые огнеупорные, что у меня уже была задача, чтобы вату на 1-м этаже не использовать, чтобы она тут нигде не пылила. И я напихал вот эти вот плиты, фаерстоп туда, закончил работу, помылся, пошел ужинать, и что-то у меня началось вот это вот, что-то я весь хожу какой-то, смотрю на руки, у меня все краснющее, раздражение жесткое. Я так, чего, у меня аллергия, что ли, я съел что-то не то, хожу, думаю, пытаюсь выяснить, в чем причина. Потом на следующий день еще там пошел доделывать работу, и солнышко вышло. Я когда резал панель, я понял, что волокна, которые армируют сердечник, там какие-то нити типа стеклянные, и они ломаются, и эффект от них происходит точно такой же, как от стекловаты. Очень надо знать, прежде чем начинать с ними работать, потому что потом вот это можно флешбеки ловить с этой стекловатой. И повторюсь, что я использовал просто потому, что обрезки остались. На тему пожаров тоже такая штука, потому что дома вот у меня там куча вот такого вот лития,
У меня в шторах литий, у нас там во всяких телефонах литий. Я никогда не оставляю литий на зарядке без присмотра, чтобы я там воткнул что-то там на заряжаться и ушел из дома. Я такого не оставляю. Единственное падла, которая у меня так делает, это вот это. Это робот-пылесос, который вот стоит на зарядке, там есть литий, и он заряжается. Я очень надеюсь, что это дорогая штука, в которой есть там всякие степени защиты. И когда я ухожу типа на пару часов из дома, я не переживаю по поводу. Если я куда-то уезжаю типа в Питер на пару дней, у меня все вот это включено через умную розетку, в том числе и подсветка на лестнице. Я просто говорю типа: Алиса, я ушел, и она выключает все, что должно быть без меня дома выключено. И когда я прихожу, говорю: Алиса, я пришел, она уже там все включает, чтобы у меня литий на зарядке без меня дома никогда не существовал. Пока собирал видео, насмотрелся на исходники сразу после новоселья, когда в доме не было ни дверей, ни потолка, валялась эта куча всякого барахла. Какое же все было стрёмное. Прихожая была последней недоделанной комнатой на первом этаже, и насколько теперь стало уютно. Теперь с первого же шага в дом нет ощущения того, что ты пришел на стройку. Теперь я прихожу именно домой. И каждому из вас я желаю испытать в жизни ощущение, когда можешь прийти именно домой. Из строительных работ по первому этажу осталось разве что только плинтусы поставить, и будет прям уже все готово. То, что там нужно добавить, это просто пойти в магазин, купить и поставить. Это работы производить не нужно. Все работы остались уже только основные по второму этажу, о чем тоже постараюсь сделать видео. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, и до встречи в новом видео.